Давным-давно, а точнее 1500 лет назад, жил на перуанской земле народ, который не умел ни читать, ни писать. И, может быть, сегодня мы ничего не знали бы об индейцах племени Мачика, если бы не эти рисунки. С давних времен искусство отображало жизнь, представление людей о добре и зле, о своем прошлом, настоящем и будущем. Так древние перуанцы изображали мир. В верхнем ярусе обитают могущественные боги, в нижнем — смертные люди. А это кто? Полубоги, волшебные герои волшебных легенд. Именно их больше всего любили рисовать Мачика. Кто же они? Братья-близнецы, полулюди, полуягуары. Мать одарила их человеческим обликом, отец — храбростью и острыми клыками. А воспитала их лягушка, очень добрая и мудрая. Так начинается рассказ о жизни и подвигах двух братьев. Когда братья выросли, лягушка отправила их в мир людей и дала в дорогу корзину с чудесными плодами. До прихода братьев люди на земле не знали ни кукурузы, ни перца, ни бобов, ни арахиса. Посланцы доброй лягушки принесли на землю Мачика изобилие, благоденствие и радость. Завидуя веселью людей, на них напали чудовища суши. А это страшилище до сих пор индейцы называют страшный зверь Рекуай.
один только страшный зверь Рекуай чудом спасся от братьев и спрятался на Луне. Но вот уже новая опасность надвигается из морской пучины. Вслед за чудовищами суши на братьев ополчились чудовища моря. Сгинули земные и морские чудища. Прошли времена страха и бессилия. Братья вернули в дома людей мир, веселье и счастье. Обитатели неба со своей заоблачной высоты иногда нет-нет, да и взглянут на грешную землю, как там у людей. Но на то они и небожители, чтобы знать, веселье недолговечно, счастье переменчиво, а жизнь человеческая — это нескончаемая цепь испытаний. Что же случилось после того, как мир воцарился на земле Мачика? Отсидевшись на Луне, страшный зверь Рекуай решил, что настало время отомстить людям и заодно погубить близнецов. И вот однажды, когда старшего брата не было, Рекуай направил к младшему хитрую сороконожку. Неблагодарные люди позабыли вас, своих избавителей. Неужели ты не отомстишь им? Пойдем со мной, и тебя научат, как это сделать. Хитрая сороконожка привела младшего брата к злой колдунье. «Сделай людям еще один подарок», — посоветовала младшему брату колдунья. «Подари им оружие, и они навек раскаются в своей неблагодарности». И младший брат поверил хитрой старухе. Прежде у Мачика не было боевого оружия.
Теперь каждый решил, что он непобедим и всесилен. Волшебным, знать свою грозную силу и обратиться в слуг. Нет, мы всесильнее без людей решили вещи и по знаку злой колдуньи отказались повиноваться человеку. «Всемогущие боги!» — воззвал старший брат к небесам. «Взгляните со своих высот! Почему так жестоко наказаны люди?» И тогда Верховное Божество решило спуститься на землю, чтобы навести здесь порядок. Возомнившее себя равным человеку, было обращено богами в пыль и осколки. Злую колдунью боги низвергли в бездонную пропасть. Зверь Рикуай опять спрятался на луне. Вот, кстати, откуда лунные пятна. А младшего брата за то, что поддался козням зверя Рикуая и чуть не погубил человеческий род, заставили поддерживать небесный свод. А заодно и небо подняли повыше. Пусть в мире людей будет просторнее. Боги с тех пор, как подняли небо, больше не спускаются вниз. Демоны и чудовища не угрожают людям, и люди вернулись к мирным трудам. Кое-кому не дает покоя память о даре злой колдуньи. Им кажется, что если разыскать осколки волшебного оружия и сделать из них палицы и шлемы, то можно будет покорить весь мир. Старший брат решил навсегда покинуть людей. Но индейцы Перу верят, что когда-нибудь он вернется, и уж тогда-то мир и изобилие наступят на долгие века. Вот какую историю рассказали рисунки древних перуанцев. Увы, никто и никогда не скажет, единственно ли верным путем вела нас фантазия. Хотя разве не об одном и том же
повествуют легенды всех народов земли. О силе и бессилии, о правде и лжи, о зле и добре и о вечной вере людей в торжество справедливости.